Друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И наконец-то я снимаю видео, на которое было много запросов. Это будет полноценный комплекс, который подведет вас к шпагатам. Мы будем делать его с вами вместе. Не надо выключать видео, прерываться. Надо просто включить видео и провести 20 минут тренировки прямо вместе со мной. Надеюсь, что вам понравится. Пишите все комментарии, как вам такой формат, удобно ли, вообще как вам все. Я очень рада, что мы начинаем эту тренировку сегодня вместе. Давайте долго не откладывать и поехали. Ноги на ширине плеч, чуть шире, чем тазобедренные косточки. Мы делаем глубокий вдох, хорошенько вытягиваем весь позвоночник наверх, плечи подтягиваем к ушам и с глубоким выдохом, но очень мягко опускаемся вниз, очень мягко. Если ваши руки не касаются коврика, то вам необходимо использовать кубики или какие-то их заменители, там книги, коробки, что угодно. Главное, чтобы ваша ладошка полностью опиралась на что-нибудь, иначе смысла в этом не будет. Мы мягко начинаем, мне кубики не нужны, вам смотрите сами, и мы отсюда мягко начинаем покачиваться, медленно растягивая заднюю поверхность бедра, ног, медленно-медленно. И с выдохом немножко застываем, углубляем положение, расслабляем шею, не ломаем линию шеи, она у нас является продолжением нашего позвоночника. Чуть приподнимаемся, практически до параллели с полом, и поднимаемся на носочки вверх, вниз, еще, и 2. Разминаем стопы заодно, 3, еще, 4, 5, 6. Если вот шее некомфортно в таком положении, то вам нужно стать повыше и продолжать. 7, 8, еще 2, 9, 10. Ага. Отсюда мы одну ногу сгибаем, коленочку одной ноги сгибаем и складываемся ко второй ноге, полностью стараясь уйти в складку. Но, естественно, на то положение, на которое можем. Если это такая складка неполная, то окей. Главное, чтобы потянулась задняя поверхность бедра и подколенная связка. И стараемся статично простоять 8 счетов. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Снова выпрямились посерединке, обе ноги натянули. И теперь в другую сторону согнули одну ногу и то же самое к левой ноге. Чуть-чуть мы, получается, еще скручиваемся в поясничном отделе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, теперь поднимаемся, руками упираемся себе в бедра и головой вытягиваемся вперед, как будто стараемся растянуть свой позвоночник и немножко расслабить спину. И медленно вырастаем. Руки разводим в сторону. Нам нужно все-таки размять все тело. То есть есть такой миф, что если вы занимаетесь шпагатом, то вам все тело не нужно. На самом деле нет. Обязательно нужно потянуть в том числе и спину, потому что она включена в процесс шпагата. Руки в сторону, наклон. Мы полностью сгибаемся именно в боку, вот сюда, оп. Потом делаем круг большой, полностью наверх. В другую сторону. 2, еще. И 3, еще. 4, все там может похрустеть. Амплитуда должна быть хорошая. 5, еще. 6, 7 и последний разочек. 8. Угу. Ножки собираем вместе, немного дотянем стопы, просто чуть-чуть с ними поработаем. Руки на пояс или в стороны, как вам удобно, и поднимаемся на полупальцы. И 6, еще 5, 4, 3, 2, 1, поочередно работаем, и 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. И теперь что важно сделать? Такая фишечка небольшая. Нам важно растянуть вот свод нашей стопы. То место, которое забивается у нас, зажимается в момент, когда мы ходим очень много или носим не очень правильную обувь, которая сжимает нашу стопу. На самом деле вот этот небольшой свод стопы может быть причиной того, что вы не можете сесть на шпагат. И очень простое, одно из упражнений я вам сейчас покажу. Мы встаем, ножку отводим чуть назад. Пока что вся опора у нас на передней ноге. Теперь мы сгибаем колено задней ноги, у нас уже свод стопы натягивается, вы можете почувствовать. И теперь мы таз и весь наш корпус отводим чуть назад, перенося тяжесть корпуса на заднюю ногу. И здесь у нас максимально натягивается свод стопы. Мы дышим ровненько, держим дыхание, вдох-выдох и стоим так 6, статично 5, еще 4, 3, 2, 1. То есть тянется вот эта вот маленькая часть, маленькое сухожилие, которое у нас там. И вторую ножку также. Чем выше вы подниметесь на полупалец, тем эффект будет сильнее. То есть стоим сначала на передней ноге и потихоньку переносим тяжесть корпуса. Чем дальше ножку отставляете, тем сложнее. 8, ой, что говорю, 4, еще 3, еще 2, 1. И немножко скомпенсируем это все, потянули, скажем так, нашу стопу, теперь потянем наш подъем. Вам нужно облокотиться на ногу за вот эти косточки, которые идут от пальцев, чтобы такая горочка образовалась, и вот тут вот все маленькие мышцы и сухожилия у нас потянулись. Просто статично 4, 3, 2, 1, вторая, 4, 3, 2, 1. Мы чуть-чуть разогрелись, поработали со стопами. Дальше нам нужно протянуть ахилловое сухожилие и икроножную мышцу. Встаем, ножку одну ставим на пяточку, на второй ноге чуть подседаем, соединяем два коленных сустава вместе, делаем глубокий вдох и обязательно с прямой спиной, с животом опускаемся вниз. При этом стопу мы сильно сокращаем на себя. Если вы будете вот так ее держать, чуть-чуть от пола, эффекта вообще никакого не будет. То есть здесь фишка именно в положении стопы. Сильно натягиваем. Если не касаетесь пола, опять-таки берем кубики. Если касаемся пола, соответственно, на руках стоим, и это тоже статика, то есть мы просто дышим в этом положении, следим за сокращенной стопой. Еще 6. Тянется вот здесь у основания стопы и уходит в икроножную и подколенную, в икроножную мышцу и подколенную связку. Еще 4. Еще 3. Еще 2. 1. Теперь чуть приподнимаемся, давим на бедро. Также мы вытягиваем спину. Руки только не на коленном суставе, а именно на мышце, на бедре. И еще дотягиваем. 4, 3, 2, 1. То же самое на другую ногу. Напоминаю еще раз, главное сильно сократить стопу. Если вы ее будете в таком расслабленном положении держать, ничего не выйдет. Если вдруг у вас не тянется, хотя вот у меня тянется в этом положении, вы можете усложнить и поставить кубик повыше и сделать все вот то же самое. Мне, короче, так тяжело, если честно. Делаем просто с пола вдох и медленно выдох. Стоим 4, все тянется, 3, дышим 2, 1. И приподнимаемся, при этом у нас поясница работает, она у нас натянута, живот пытается соединиться с бедрами, плечи опущены, вот так не задираем. Еще 3, еще 2, еще 1. Хорошо. Вы уже должны почувствовать легкость в ваших ногах. Следующая связка
Мы встаем с вами ровненько, лицом, а теперь обеими стопами разворачиваемся вот так в одну сторону. Что важно? Важно, чтобы стопы обе смотрели вперед. Вот такая постановка неверная, то есть обязательно эту ногу мы заворачиваем. И начинаем работать в складочке. Вдох, животом опускаемся вниз. Опять-таки, если руки у вас не могут дотянуться, берем кубики, вот на самое верхнее ребро поставили и работаем. У кого дотягиваются, опускаемся вниз. Стараемся не ломать линию шеи, то есть вот такое положение шеи неестественное. Вам нужно полностью ее расслаблять и опускать вниз. Стоим сначала статично. 8, 7. Стараемся держать ровным дыхание. 6, 5. Колени обе коленных суставы ровные. 4, 3, 2, 1. Снова включаем в работу стопы. Поднимаемся на полупальцы. 1, еще. И 2, и 3, 4, 5, 6. Теперь, кому было достаточно легко делать первый вариант, мы поднимаем вот здесь стопу, сокращаем ее на себя. Кому тяжело и кто не может так устоять, просто еще раз статично стоим без поднятия стопы. Поехали. Еще 8 счетов. 8. Дыхание сохраняем ровное. 7. Не задерживаем его. 6. Еще 5. 4. 3. 2. 1. И еще доработаем. Сгибаем ножку и вытягиваем. Динамику. И 6. Еще 5. Стараемся заднюю пятку не отрывать. 4. Вот так, если будете делать, особого эффекта не будет. Еще и 3, 2, 1. И медленно выросли. То же самое делаем зеркально на вторую ногу. Связка та же, замечания все те же. Вдох, животом опускаемся вниз, шею расслабляем и стоим, тянемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На полупальцы и 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кому было нормально, поднимаем стопу, сокращаем. Кому тяжело, просто стоим статично. 8, 7. Дышите. Дышите, не дышите. В общем, дыхание не задерживайте. 4, 3, 2, 1. И дорабатываем динамику. Переднее колено мы сгибаем и разгибаем полностью. Заднюю ножку не отрываем. Еще 5, еще 4, 3, 2, 1. Ага, отлично. И последний у нас будет связка перед шпагатами. Мы встаем в позу, которую я называю поза бегуна. Значит, здесь что важно? Нога у нас идет перпендикулярно полу, между стопой и голенью у нас прямой угол. Здесь колено не уходит вперед и не уходит сильно назад. Вот оно прям перпендикулярно полу, как я уже сказала. Задняя стопа у нас подвернута на носок. То есть она не вот так пока что лежит, а она подвернута, стоит и колено оторвано от пола. Мы с вами пружиним в этом положении. 8, 7, 6, 5, еще 4, 3, 2, 1. Вот после того, как попружинили, уже кладем колено, выпрямляем носочек и поднимаемся в такой выпад. Это не полушпагат, это прям выпад. Если вам тяжело стоять в этом положении, опять-таки можно помочь себе немножко кубиками, чуть-чуть себя приподнять, не в самой крайней своей точке стоять. Кому легко, руки наверх.
И стараемся прям полностью тазом немного продавить вот свою заднюю ногу. Потянуться должна передняя поверхность бедра задней ноги. Вот. И сидим так. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь локти опускаем с одной стороны от ноги. Вот так это должно выглядеть. Если у вас не получается, это может выглядеть вот так. Или это может выглядеть вот так. Короче, смотрите по-разному, но обязательно нужно опуститься на локти, чтобы ваша ножка была как бы повыше, чем ваши плечи. Вот в чем суть. И сидим так. Дышим ровненько. 6, еще 5, 4, 3, 2, 1. Потихоньку вырастаем. Сейчас будет упражнение «Боль». Оно, по-моему, уже было в одном из видео, которое я вам просто показывала. Сейчас мы его сделаем и продержим целых 8 счетов. Если вам больно коленному суставу, можно сделать вот так, конкретно на этом упражнении. Одноименной рукой, то есть правая нога, правая рука, мы сгибаем ножку и берем ее с внутренней стороны стопы. Ребята, вот это внешняя, когда вы за нее берете, вас вот так заваливает. А нам нужно вот с этой, с внутренней, чтобы ваш носочек смотрел в потолок. Дышим. Можно уже остаться просто в этом положении, потому что у вас все тянет. Если у вас не тянет, ножку на себя к ягодичной мышце поближе. Выдыхаем и сидим 8. Это вообще очень полезное упражнение, потому что никто не тянет переднюю поверхность бедра. Все почему-то только заднюю тянут. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпустили. Переднюю ногу подвернули и потянем с вами ягодичную мышцу, которая тоже включена в работу на шпагате. Смотрите. В идеале ногу положить параллельно краю вашего коврика. Вот так. Не у всех так сможет лечь нога, 100%, ничего страшного. Значит, у кого получается так положить ногу, вы просто опускаетесь и грудью пытаетесь улечься себе на икроножную мышцу. У кого не получается, мы немножко сокращаем угол до комфортного вам, в котором вы можете сидеть, но наклоняемся мы уже не вперед, как ребята, у кого так, да, нога лежит, а вот по диагонали, в ту сторону, где у вас лежит нога. Вот сюда. О, тогда потянется нужная ягодичная мышца. В общем, выбирайте положение одно из двух. Я посижу в таком, хотя тянется, честно сказать, и в том тоже. Поэтому не думайте. Вдох. Таз у нас сидит ровненько. Ровненько сидит таз, это значит, что он вот так вот не заваливается. То есть у нас задняя нога, она завернута, она смотрит в пол, почти как на шпагате. Опускаемся грудью на ногу, чувствуем, как растягивается ягодичная мышца. Еще 5, еще 4, еще 3, 2, 1. Отличненько. Чуть-чуть прям секундочку отдыхаем. Повторяем связку на вторую ногу. Да, и в принципе все практически. Так, встаем. Поза бегуна. Другая нога. Руки с обеих сторон от ноги. И пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем коленный сустав. Вытягиваем стопу и поднимаемся на выпад. Вот эта часть должна тянуться. Вот мышца разгибателя, она прям так сильно тянется. Кому легко, руки наверх, кому тяжело, на кубике, можно так чуть-чуть держаться. Но самое эффективное, это когда ваши плечи будут над вашими тазобедренными косточками, практически как в шпагате. И вы будете себя опускать вниз. Еще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Угу. Опускаем руки на локти с одной стороны от ноги. Колено у нас должно быть выше, чем наши плечи. И тоже статично. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот у меня коврик такой тоненький, поэтому мне немножко больно так загибать коленку, поэтому я подкладываю кубик. Но он чуть-чуть усложняет все это упражнение. Можете подложить обычную подушку, вот взять дома подушку. И берем ногу, направляем стопу в потолок, мне уже вот подтягивает прям все мышцы. И мягенько-мягенько подтягиваем ее к себе. Дышим 8, 7. Для шпагата супер полезное упражнение. 6, 5, потому что никто не растягивает заднюю ногу. Все тянут почему-то только переднюю. Еще 3, 2, 1. Отлично. И ягодичная мышца. Садимся на полушпагат, вытягиваем ногу, как вам удобно. Вот с этой ногой у меня сложнее дела идут, потому что я повредила пах, и мне вот сложно прям вот полностью разворачиваться. Поэтому я сделаю упрощенную версию, то есть я сокращу угол, он уже будет не прямой, а острый, и буду наклоняться по направлению, по диагонали, чтобы живот практически у вас лег на вот пятку. Вытягиваемся. И лежим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот, ребят, такая у нас подводка к шпагатам. После этого, после такой мини-тренировки и после такого мини-комплекса вы можете смело переходить к практике и практиковать шпагаты, то есть статику. Есть отдельное видео у меня, как правильно садиться на шпагат, где я объясняю все основы того, как на него садиться, как его упрощать, как усложнять, как тянуться в минус. Миллион информации. И что вам нужно сделать? Просто посмотреть, как это делать, а потом после этой тренировки посидеть на шпагате не менее минуты 20 секунд, но на каждую ногу. Не совершайте ошибок многих людей, не сидите только на одной ноге, потому что одну ногу вы растянете, а вторую нет, будьте кривые. Кому надо, непонятно. В общем, желаю вам хорошей практики, хорошо посидеть на шпагатах. Пишите комментарии, как вам такой формат, понравилась ли вам такая тренировка, было ли вам сложно или легко, хотите ли вы еще такого рода тренировку, может направленную на что-то другое, не на ноги, не на шпагат. Пишите, я все читаю, я честно стараюсь все снимать. В общем, надеюсь, вам понравилось, обязательно тянитесь после каждой своей тренировки, да и просто так тянитесь. Всех целую, ваша Саша.